Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Виктория. Внизу будут тайм-коды. Это для того, чтобы, если вам интересна именно парфюмерия, то переходите. А я вам немножко расскажу о том, как поживают коты, как они себя чувствуют. У них сейчас сиеста. Это Тихо, Тихушка, привет. Ну, Тихо, наверное, знают те, кто давно на меня подписан. Она очень редко, но мелькала у меня. Тихие 16 лет исполняется в июле. Она лев по знаку зодиака, как и я. Вот она у нас тут лежит в комнате, где я буду записывать видео. Все, Тихушка, отдыхай. Сейчас я вам покажу котяток. Так, у нас уже жарко, поэтому закрыты жалюзи полдня. Это у нас лежит Роса. Роса, когда спит, ее вообще ничего не поднимет, вообще ничего. Вот. И спит она очень долго, она может где-то, наверное, треть дня вообще проспать. И переходим. Здесь у нас спит Макс. С ним мы записывали предыдущее видео, но сейчас он отдыхает. Вот чувствуют они себя хорошо. И Тихо, кстати, к ним относятся довольно лояльно, если они не бегают, не тревожат ее, они могут даже вместе рядом, ну не совсем прям в повалку, но могут рядом даже полежать. Вон там, видите, вон там вон уши торчат. Ну давай, фокусируйся вот здесь вот. Так что с нами есть одна кошечка. Я вам сегодня расскажу про ароматы, которыми я пользуюсь вот прямо сейчас, к чему тянется рука. Я говорила в предыдущем видео, я провожу такой не эксперимент, я скорее просто решила замерить, что я чаще ношу, нишевые ароматы или люксовые. И вы знаете, побеждает ниша, причем прям со значительным таким разбегом. 14 нишевых ароматов и всего лишь 7, даже 6 люксовых. И один от Avon, это был Far Away, это аромат моего, хочется сказать, детства, ну, юности, скорее всего. Мне кажется, я на первом курсе его носила, и вот мне захотелось, один день я носила его. И сейчас расскажу вам, что я носила в остальные дни. Ну, можно сказать, что ниша победила в этом месяце. Я, конечно, продолжу этот замер, расскажу вам в следующий раз про следующий месяц. Ну, может быть, это совпадение, думаю я. Может быть, это такой месяц какой-то был, что меня тянуло именно на нишевые ароматы. Я не знаю, я никогда не думала об этом, потому что у меня в коллекции где-то 50 на 50 ниши и люкса. Ну, еще у меня есть чуть-чуть сетевой, но вот в целом вот такая вот картина. Ну, поэтому я не знаю, почему так получилось. Буду дальше замерять. Давайте начнем тогда с люкса, потому что его мало. Некоторые ароматы люксовые я носила несколько дней подряд. И первый это императрица Дольче Габбана. Вот его, как оказалось, я с утра люблю носить. И очень часто его именно хочется. Фрукты с такой мякотью сладкой, то есть это очень зрелые фрукты, арбуз, груша, может дыня, яблоко. То есть здесь фруктовая тарелка. Здесь трудно разобрать, что именно. И есть кислинка, есть свежесть в аромате. Да, есть что-то, но я бы сказала, что это не забродившее, а это может быть какой-то оттенок шампанского, да, вот такой вот. Забродившее шампанское пересечение есть, согласна, но это именно вот я чувствую как шампанское. Очень жизнерадостный аромат, бодрящий, свежий, утренний. Для меня просто это утро во флаконе. Ни капли не жалею, что купила этот аромат. Он, так сказать, окупается, да, если учесть, сколько я им пользуюсь, как часто я им пользуюсь. Второй аромат, опять люкс, да, это Герлен, терракота. Ну, вот сейчас прям его время, лето, такое настроение. Хотя зимой я тоже люблю себе напомнить про лето и использовать его. Тут очень громкий жасмин, очень громкий. Я не скажу, что в нем прям есть индол какой-то неприятный, но это очень натурально звучащий жасмин настолько, что даже мой муж его узнал, потому что мы вот живем сейчас здесь, и тут часто встречаешь жасминовые кусты,
такие цветущие, что если кто-то когда-то этот аромат чувствовал, то он узнает его вот здесь, вот в этом герлен. Но этот жасмин слетает и остается такой, как крем для загара, что-то кокосовое, сладенькое, фруктовое. Мне напоминает жвачку и потом немножко пудровое. И вы знаете, я вот этот аромат могу наносить ам, после вот этого. Это у меня Пеше Кардинал, и он, он очень стойкий, шлейфовый, но вот в эту жару даже он слетает. И я могу в первую половину дня, вот как сегодня, нанести этот аромат. Он очень яркий, жизнерадостный. Кто-то говорит, что тут что-то пластиковое вначале, я не чувствую, но оно довольно яркое. И потом аромат становится, опять же, таким загарным. Лично на мне тут, кстати, есть тубероза из белых цветов, а здесь жасмин. Но вот для меня к базе эти ароматы становятся даже чем-то похожи. И вот сегодня с утра на мне был этот аромат, такой опять бодрящий. Вот что-то в нем есть такое сверху кисленькое, черная смородина, наверное. А потом он становится более персиковый, более нежный, обволакивающий, и потом уже вообще вот крем для загара. И вот в этот момент, когда он уже крем для загара, я наношу терракоту, обновляю, так сказать. Так, что мне еще из люкса? М, Это дымка для волос. Если вы видите, вот у меня белые цветы здесь, жасмин, тубероза, и тут будет много белоцветочных, и с ними со всеми я люблю использовать от Каролина Эррера дымку для волос. Белые цветы, тубероза, какая-то сладкая база. Кофе я тут не чувствую. Как кофе, да, какая-то есть горчинка, но вот прям, чтобы кофе, я это не ощущаю. Очень сейчас она тоже у меня в ходу. Так, и вот тут ароматы есть. Это, кстати, мне Таня Шеремет присылала, вот эти вот от Левантики. Это Ланком, но это бутиковая линейка. Я их все равно отнесла в люкс, потому что это Ланком. Ну вот тут, да, можно поспорить. Это Roses Berberanza. Это такая сладкая, немножечко как варенье роза, фруктовая. Фруктовая роза, фруктово-древесная. Как будто бы варенье в какой-то такой деревянной посудине, да, находится. И оно одновременно какая-то есть там терпкая такая нотка, и в то же время сладкая, клубничная, и розы, лепестки роз. Вот такой вот аромат. Ношу его, люблю, мне очень нравится. Единственное, знаете, что вот я стала как-то оценивать и думаю, а вот как бы вот со стороны, да, его оценили. Мне интересно, как его воспринимают мужчины в большинстве своем. Потому что это все-таки очень яркая роза, аромат густой. Я думаю, вот не кажется ли он кому-нибудь ретро? Не знаю. Вдруг мне эта мысль пришла в голову, потому что, ну, я люблю такие ароматы розные. И вдруг я задумалась, а как другие относятся к ним, особенно вот, да, мужчины, не кажется ли им, что это что-то бабушкино? Если меня смотрят мужчины, напишите мне. И второй аромат – это тоже Lancôme Пететре, может быть, я неправильно читаю по-французски. Это, опять же, роза. Но тут она больше косметическая. Если здесь мне что-то гурманское слышится, то здесь косметическое. Какая-то, она еще такая кисленькая. Какая-то есть в нем кремовость, пудровость. Вот для меня это чистая роза про чистоту. Вот это вот для меня про какие-то уходовые средства. Для меня это прям шикарный аромат, шикарнейший. Но опять же, почему-то вот с этими двумя ароматами мне пришла в голову эта мысль, а не кажутся ли они ретро? Не знаю, напишите, как вы их воспринимаете. Ниша. Это Keep Glazed от The House of Wood. И вы знаете, я просто влюбилась в этот аромат. Хотя ко мне от Левант попал еще осенью. И осенью он мне понравился, но вот вылезала на мне какая-то очень громкая база, которая манго, который здесь есть. Здесь манго с хвойным оттенком.
Только благодаря этому аромату я поняла, что в натуральном манго есть этот хвойный оттенок. Может быть, в каком-то сорте, не знаю. Но вот я разрезала манго, специально тестировала, чтобы понять, да, есть ли в этом аромате натуральный манго. Звучит ли здесь натуральный манго. В общем, я разрезала этот манго и вдруг ощутила, что хвойность в нем присутствует. Вот, возможно, это кожура, да, когда ее разрезаешь, дает такой зеленый, немножечко хвойный оттенок. И здесь это есть, вот этот нюанс натуралистичный, он тут присутствует. Мне очень это понравилось, и вот я прям кайфовала от аромата до базы. А летом, вот сейчас, в жару, вдруг эта база, она стала просто держать аромат. А это вот зеленость, зелень и хвойность не уходит. И ощущение, что благодаря базе этого аромата, я не знаю, она, конечно, не такая яркая, да, как в начале, но она остается, и это для меня какой-то зеленый манго. Ну, по аромату зеленый, да, потому что он сладкий все-таки с хвойным оттенком. Здесь заявлено лист клубники. Вот, может, они эту зелень вот имели в виду под листом клубники, я не знаю. Да? Для меня это все-таки именно хвойность. И есть какая-то в аромате сливочность, есть вот это вот ощущение какой-то конфетки. Ну, боже, как тут красиво звучит этот терпко-зелено-хвойный манго. Это такая красота. И вот больше эта база меня вообще никак не тревожит. Короче, мне нужен флакон вот этого аромата на лето. Это так бодрит, вот эта зелень. Почему он так сильно заслащивался осенью? Не знаю, как это вообще работает, но неважно. Главное, что работает. Так, какие-то ароматы я, кстати, носила вот по несколько дней. Вот его как раз-таки несколько дней я и носила подряд. Просто, ну, у меня такое редко бывает, что не хочется ничего. Хочется только вот этого. Он в жару просто прям бодрит. Так, еще аромат. Почему-то я пользуюсь им только летом. Хотя мне казалось, что и на осень, и на зиму он будет классный. Но хочется летом. Это Грис Шарнель. Грис Шарнель от BDK Parfums. Здесь инжир, здесь есть холодок, ментоловый холодок кардамона, здесь есть чай, черный, я чувствую именно черный чай тут. И такая сливочность инжира, может даже есть лист инжира, потому что что-то зеленое тут проскальзывает, да, не какая-то терпкость такая зеленая, но что-то есть такое свежее в аромате. И он как будто немножечко такой сандалово-сливочный, но соленость, так вот я люблю соленый сандал, но здесь я прям такой явной солености, рассольности сандала не ощущаю. Такой древесно-сливочный сандал. Это очень красивый аромат. У меня, кстати, осталась уже половина вот этого тревела. Я думаю, что этим летом я его доношу. Он хотя и не шикарно, не идеально держится летом, да, он бы лучше держался зимой, но почему-то хочется им пользоваться летом. Вот именно из-за его, наверное, настроения. Так, это аромат от Floraico, My Shadow on the Wall. Это аромат про желтые цветы, вообще-то, как тут заявлено. Но у меня был слепой затест с Ульяшей, с моей, и она говорит, тут прованские травы, тут что-то такое древесное. И вы знаете, я правда стала это чувствовать в аромате. Вот прямо на старте я чувствую в нем какую-то травность. Но вот именно, да, именно какие-то вот эти прованские травы. Или, кстати, нет, или может быть еще чабрец. То есть какая-то появилась травность в аромате. Мимозу чувствую. Потом я больше чувствую мимозу, такую свежую мимозу. Здесь есть озоновые ноты. То есть аромат очень свежий. Он держится близко к коже, он не будет шлейфить очень сильно, но он освежает. Все равно он освежает. И я удивилась, что он нормально держится. Нормально, да. Он просто не будет через какое-то время, он вообще только ощущается, если поднести нос к месту нанесения аромата. Ну,
Это и плюс, и минус, да. Если вы не хотите никого душить, такой аромат на каждый день, то этот вполне подойдет. Такой свежий, желтоцветочный, мимоза, немного травности в аромате. Он очень необычный, он дорого звучит, дорого звучит. Но вот, да, прям какой-то шлейф от него сумасшедший не ждите. Следующий аромат HFC Nirvanesky. И это в основном на вечер, потому что тут ваниль. Ваниль довольно громкая, но благодаря такой кожаной ноте в аромате, по-моему, тут даже есть еще ут, и я слышу такую шоколадно-сливочную мороженку. И немножко есть кислинки в аромате. Ой, вот мне так нравится это сочетание этой шоколадного мороженого и кожи. И ром тут есть. Ром тоже. И я ром чувствую в ароматах как изюм. Вот здесь вот это ощущается. Мне очень нравится, но я вот люблю его к вечеру, потому что у нас жара. Хотя как-нибудь попробую его нанести прям в жару. Интересно, что будет, что будет. Но вот вечером уже хорошо. Хотя у нас вечером, друзья мои, начинается этот адский ад. Я ненавижу лето вот здесь вот в Валенсии. Просто потому что жара давит с утра и до ночи. В том году, я помню, ночью мы гуляли, решили, так сказать, освежиться. Вечером вышли. 30 градусов. 30 градусов ночью. Это просто не... Это ад. Это правда ад. Я никогда не думала, что я не буду любить лето. Поэтому даже в Мадриде, где днем может быть жарче, вечером температура спадает там до 18 градусов, до 17, даже до 20 уже спасибо, спасибо, если до 20. Вот, и тут уже это начинается. То есть, ну сейчас пока еще нормально. Я его вот смогла носить, было все хорошо, потому что еще 20. 30 это будет, ночью 30 это будет в июле и в августе. Поэтому если вы вдруг соберетесь в Испанию, я вам не советую приезжать в июле-августе. Лучшие месяца здесь это осенний и весенний. Весна, кстати, в Испании до 15 июня. Поэтому это идеально. Уже даже после 15 начинается вот эта некомфортная погода. Так, вернемся к ароматам. Ну что, Шантильи. Шантильи. О, что-то у меня кошка проснулась. Тихо, тихушка, тихушка моя зайка. Киса моя. Так, Шантильи. Шантильи – это такой десертно-сливочный аромат. Это ягоды. Тут заявлена клубника. О, сейчас вдруг я думаю, ну может это и клубника. Ну вот если вот такой эффект у аромата. Если ты знаешь, что клубника, ты ее найдешь. А в принципе я ее так вот не чувствую. Я чувствую какую-то кисло-сладкую ягодность, фруктовость в аромате и, да, взбитые сливки, сливочный крем, десерт какой-то. Вот такой аромат. И летом я могу его носить, наверное, вот вечером, да, и, наверное, потому что он все-таки вот эта кисло-сладкая ягода в нем есть. Ношу его, ношу, мне очень нравится. Я смогла носить даже прямо днем, в самую жару, потому что здесь есть белые цветы, здесь флёр де оранж, роли не помню, есть или нет, но вот эта свежесть белоцветочная тут присутствует, и даже немножечко появилось какого-то ощущения мыла в аромате, в хорошем смысле этого слова, какой-то чистоты. Я смотрела блогершу испаноязычную, и она говорила, что это для нее аромат чистоты. Я думаю, что за бред, что за чушь? Я никакой чистоты, для меня это какой-то сладкий, больше такой десерт и белые цветы. А вот, видимо, в жару вот открылся этот аспект какой-то мыльности, какой-то чистоты, правда. Но все равно остается вот это вот маршмеллоу, какая-то зефирность, какая-то сладость в базе. Но она почему-то не такая громкая. Больше звучат вот эти белые цветы, нероли, флёр де оранж, какая-то мыльность. Очень необычно. Он гораздо интересней звучит вот на мне в жару.
И, наверное, на людях с горячей кожей тоже он еще интереснее звучит. Хотя я его люблю, в принципе, все время. The House of Wood. И это... Господи, я забыла название аромата. Breath of the Infinity, точно. Как же я могла забыть? Дыхание бесконечности. Это персик и кашмиран. Тут есть еще пион. Пион есть, но я очень хорошо чувствую именно персик и кашмиран. И я думала, что летом этот аромат из-за теплой кашмирановой базы будет немножечко некомфортно так сидеть. Нет, все в порядке. Очень хорошо, очень свежо, нежно. И все-таки, вы знаете, несмотря на то, что вроде какая-то обычная пирамида, какие-то персики, звучит довольно-таки тривиально и не по-нишински, так сказать, да, потому что что-то должно же там такое прям удивлять, поражать, а вроде здесь ничего такого и нет, но этот аромат звучит правда дорого. Это, да, это для любителей каких-то ароматов нюдовых, так сказать, тихой роскоши. Да, он не будет сражать с ног там шлейфом своим. Нет, ни в коем случае это делать он не будет. Но он настолько приятный для себя, вот чтобы вот как-то чистоту, роскошество самой собой почувствовать. И, наверное, вот для меня это, кстати, про сексуальные ароматы, когда ты сама собой довольна, сама себе нравишься, идешь сама себе улыбаешься, кайфуешь от жизни сама с собой. Это же и есть настоящая сексуальность. Что еще надо, да? Если ты сама так кайфуешь от себя, кто-то захочет к тебе присоединиться. Так, и следующий аромат для меня примерно об этом же. Это The Secret Collection Royal от Moresky. И это похожий по пирамиде аромат. Тут тоже есть персик, тут есть ирис, пион. По-моему, кашмирана нет, есть мускус. Но он другой. Здесь очень яркий пудровый персик. Вот что здесь отличается. И есть какая-то зелень в аромате. Так смешно было. У меня этот аромат стоит на такой подставочке. Тут такой стеклянный такой колпак на нем. И он один-единственный так стоит. И, в общем, заходит мой муж в комнату, я думаю, боже мой, как хорошо, как приятно, как свежо пахнет. Думаю, что же это на нем? Короче, я не узнаю этот аромат. Что же это на нем? Он такой говорит, ну, вот там у тебя один единственный аромат стоял такой какой-то выделенный. И мне было так интересно, что это, что я его нанес. И я поняла, как этот аромат круто звучит со стороны. И вдруг я поняла, что это аромат хорошо звучит и на мужчинах. Это такой унисекс, хотя до этого мне казалось, что персики с пионами и с ирисами — это чисто такая женственность во флаконе. Нет, он на моем муже еще с какими-то зелеными оттенками почему-то звучал, и прям так очень свежо. В общем, аромат очень свежий, унисекс, необычный, очень дорого звучит, потому что я еще подумала, что это такой за дорого звучащий аромат. В общем, хотя вроде такой, опять же, да, он не будет сшивать шлейфом. Ам, Хоть я и почувствовала от мужа, но он только им, да, набрызгался. То есть он потом все-таки потише звучит, у него средний шлейф, но держится он долго. Так, и последний аромат — это Jeroboam Gosso. Это белые цветы, необычная тубероза. Я чувствую на нас, кто-то чувствует просто тропические фрукты, шоколадные пачули. Я, кстати, еще чувствую ананас из металлической банки. Короче, я уже рассказывала об этом аромате. В жару тут начинают звучать немножко шоколадные нотки. И, ну, странно, ну, почему-то я нормально его ношу в жару, хотя он довольно сладкий. Он довольно сладкий, но в нем есть что-то такое, наверное, вот эти вот фрукты, да, фруктовая тубероза здесь. Наверное, поэтому он, в принципе, носится летом. И такой у него радостный флакончик. Вот сейчас, когда я его первый раз потестила, мне казалось, что флакон вообще ему не подходит. А сейчас я понимаю, что вполне, да, такой аромат хамелеон. Летом он вот открывается именно ярко,
радостно, солнечно и вполне себе вот флаконом подходит. Вот, друзья, вот такие ароматы я ношу. Я продолжу вот этот свой эксперимент, продолжу следить, что же я ношу все-таки чаще, люкс или нишу. Но вот этот месяц получился таким. Ниша просто с огромным отрывом победила. Я не знаю, если все-таки нишу я использую больше, я, наверное, пересмотрю свой подход к покупкам. Я буду прям очень сильно думать, покупать ли мне какой-то люкс. Потому что даже если он мне нравится, но он у меня будет стоять, а зачем мне это? Ну, буду покупать то, что вот должно быть в коллекции, как я считаю, да, у парфюмерного коллекционера, но с осознанием, что вряд ли я буду этим часто пользоваться. Ну, в общем, посмотрим, как будет дальше этот месяц. Хоть он не закончился, но уже очевидно, как бы не прошли следующие, сколько, 6-7 дней остались, неделя осталась до конца месяца. Вряд ли победит неожиданно люкс. Пока нет на это надежды. Все, друзья, спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, это очень важно для меня. Я понимаю, что то, что я делаю, вам нравится и нужно. И проверьте, если вы, может, вы не помните, подписаны или нет на меня. Все, поставьте палец вверх. Я желаю вам прекрасного настроения, хорошей недели. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.